Всем привет! Меня зовут Влад, и сегодня я покажу, как передавать обращения из Puzzlebot в Zoho CRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные по обращениям клиентов из системы Puzzlebot в другие системы. Например, в CRM-системе Zoho создавать новые лиды, удобно хранить их, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала нужно создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Puzzlebot. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные». На данном этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Puzzlebot в системе Apex Drive. Укажите название вашего аккаунта, если необходимо, и кликните «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных и перейдите в личный кабинет Puzzlebot. Далее переходим в настройки. Переходим в раздел интеграции и добавляем новый адрес для веб-хук запросов. После этого вам необходимо сгенерировать тестовые данные путем общения с ботом, который вы подключили к Puzzlebot. В данном случае я подключил бот Telegram, поэтому напишу в него. После того, как вы совершили переписку с ботом, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Puzzlebot успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Zoho CRM. Теперь необходимо указать действие «Создать лид». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Zoho CRM к системе Apex Drive. Теперь необходимо указать логин и пароль пользователя CRM-системы Zoho. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо заполнить поля переменными из Puzzlebot, которые будут отправляться в CRM-систему Zoho.
Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в CRM-систему Zoho». В результате мы видим, что данные по лиду из PuzzleBot сформированы в одном поле. Для того, чтобы данные передавались каждый в свое поле Zoho CRM, в системе Apex Drive необходимо создать еще один блок форматирования. Для удобства продублируем вкладку с тестовыми данными из PuzzleBot в источнике данных, для того, чтобы видеть, какие данные мы будем форматировать. В основной вкладке создаем блок форматирования. Выбираем переменную message text. Выбираем действие «Вырезать от и до». В поле «От» символов прописываем имя. В поле «До» символов прописываем фамилия. Выбираем тип «Не включать указанные символы». Такое форматирование данных необходимо проделать со всеми данными из PuzzleBot, чтобы каждое из значений создавалось в отдельной переменной. Далее кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите результат преобразования при помощи форматирования. Создаем еще один блок форматирования. Выбираем такую же переменную message text. Выбираем действие «Вырезать от и до». В поле «От» символов прописываем фамилия. В поле «До» символов прописываем email. Выбираем тип «Не включать указанные символы». Эти настройки необходимо создать в каждом последующем блоке форматирования. Далее кликаем «Продолжить». Создаем еще один блок форматирования для переменных email и телефон. Создаем еще один блок форматирования для переменных телефон и товар. Создаем еще один блок форматирования для переменных товар и город. Создаем еще один блок форматирования для переменной город.
Поле до символов оставляем пустым и выбираем тип «Не включать указанные символы». Обратите внимание, блок форматирования создает новую переменную, в которой уже присутствуют изменения. Для того, чтобы эти настройки вступили в силу, необходимо перейти в настройки Zoho CRM, удалить ранее назначенные переменные и вместо них назначить переменные, которые были созданы при помощи блока форматирования. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Zoho CRM». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!